Hi everyone, с вами Ева Лорман и Елена Бернес, и в этом ролике мы показываем практику объемного наращивания ресниц. Отработка на модели. Let's go, друзья! Итак, начинается практика. Перед отработкой посоветуйте клиенту сходить в туалет. После этого дайте ему одноразовую шапочку, чтобы он ее одел, как наша модель. Все волосы изолировал под шапочку. После этого мастер обрабатывает свои руки специальным средством. Мы работаем эстиладезом. У некоторых могут быть аллергические реакции на перчатки. Можете работать без перчаток, но в любом случае специальное средство для рук у вас должно быть. То есть перчатки не являются необходимым материалом, который вы должны использовать в своей работе. Бывают такие случаи, когда у людей аллергия, и тут уже ничего с этим не поделаешь. После этого мы должны обработать окологлазное пространство также специальным средством, содержащим в себе хлоргексидин, либо самим хлоргексидином. Обрабатываем те участки кожи еще дополнительно, с которыми вы, вероятно всего, будете контактировать. Дальше мы должны изолировать нижние ресницы патчами. Достаем патчи, снимаем с них изолирующую бумажную полоску и стараемся приклеить таким образом, чтобы все нижние ресницы были изолированы. Патчи – это очень важный материал в наращивании ресниц. Раньше мы пользовались бандажами, только бандажами, но я могу сказать, что слава богу, что есть патчи. Они хорошо приклеиваются к коже и точно так же их легко снимать. Если вдруг вы случайно изолировали еще и верхние ресницы, то вы можете спокойно их оттуда извлечь при помощи пинцетов. Только делать это надо очень аккуратно, потому что пинцеты острые инструмент, и, в общем-то, этим все сказано. После этого обязательно попросите клиента закрыть глаза, чтобы вы убедились, что патч не мешает клиенту, иначе глаза будут слезиться. Если клиент чувствует хоть малейший дискомфорт, вы обязательно должны переклеить патч. Это условие очень важное, не пренебрегайте этим. У нашей модели глаза красивые, выразительные, достаточно большие, миндалевидные. Углы глаза лежат на одной оси, поэтому нам коррекция здесь не требуется. Мы выбрали для нее натуральный эффект. Как он делается или рисуется, мы изучали на предыдущих уроках, а сейчас мы видим, как его нарисовать на патче. Обязательно находим середину глаза. От нее в сторону внешнего угла мы должны обозначить зону 2-3 мм. Остальную зону делим на две части, как сейчас нам рисует наш мастер Елена Бернес. После этого вот эту зону у внешнего угла мы должны также разделить на две равные части, а потом эти две равные части дополнительно на еще две равные части. Это для того, чтобы вы действительно разделили эту зону на 4 равные части. Вот такая небольшая подсказочка, как можно разделить зону на 4 равные части. Дальше мы делим зону внутреннего угла также таким же способом на 4 равные части. Сначала находим середину этой зоны, а потом делим каждую часть отдельно на равные части. Самая большая длина у нас 13 мм. И растягиваем ее до 9 мм у внешнего угла глаза и до 8 мм у внутреннего угла глаза. То же самое делаем и на другом глазу.
После этого мы переходим к обезжириванию ресниц. Работаем мы микрощеточками, микробрашами, микробрашингами, как угодно это назовите. Эти щеточки специально созданы для того, чтобы ими работать, когда вы обезжириваете ресницы. Так как мы будем работать сначала на одном глазу, потом на втором, мы обезжириваем сначала тот глаз, на котором мы будем работать. По окончании работы на нем мы после этого только обезжириваем второй глаз или ресницы на втором глазу. После этого мы должны обязательно расчесать ресницы специальной щеточкой. Далее мы должны немного порепетировать, привыкнуть к вашему новому клиенту. И также вы должны оценить, насколько вам все удобно. Как вы сидите, удобно ли стоит ваш стул, удобно ли стоит ваш стол, насколько удобно расположены к вам все материалы и инструменты. Чтобы ваша работа приносила вам удовольствие, вы с самого начала должны почувствовать комфортные условия. Вам все удобно, вам удобно находиться рядом с кушеткой. Руки ваши на правильном расстоянии от клиента там, и так далее. То есть вы должны почувствовать все вот эти моменты, и только после этого можно уже приступать к самой процедуре наращивания ресниц. Для того, чтобы убрать возможность или вероятность аллергической реакции, мы пользуемся противоаллергенным спреем, который мы наносим на ватный диск и кладем возле клиента. Напоминаю, этот спрей, он поглощает пары клея в себя, то есть по сути получается очень полезная штука, особенно для людей, предрасположенных к аллергии. Итак, друзья, на старт, внимание, марш! Начинаем наше наращивание 2D с внешнего угла глаза самой короткой зоны. Это 9 миллиметров. Берем в левую руку прямой пинцет, отделяем рабочую ресницу. Топориком начинаем формировать пучок и помещаем его на 2-3 миллиметра в клей. Затем, внимание, немного прокрасить рабочую ресницу и на второй раз поставить, отступив от века 0,2 мм. Спустя 1 секунду придать правильное направление этому пучку. Вторая ресница то же самое. Прямым пинцетом отделяем рабочую. В это время мы должны сформировать пучок и опустить его в клей на 2-3 мм. Затем один раз промазать, второй поставили и придаем направление пучку. Если этот пучок приклеился, мы видим к реснице, то немножечко можно их разъединить, вот как сейчас показывает наш мастер. То есть у ножка немного приклеилась к соседней реснице. А теперь смотрим, как еще можно отделять рабочие ресницы. Мы можем прямым пинцетом уложить в направлении к внешнему углу глаза все наращенные ресницы. У нас будет открыт доступ к рабочей реснице, и мы ставим таким же образом. А еще есть способ. Видите, что у нас в кадре сразу 2 пинцета. Это говорит о том, что мы заранее сформировали пучок, опустили его в клей. После этого мы отделяем рабочую ресницу и ставим ее на 1-2 раз. Вот я вам рассказала сейчас, какими вариантами вы можете пользоваться. То есть их всего получается 3. Сначала вы отделяете ресницу рабочую, потом формируете пучок и ставите его. А можно сначала сформировать пучок, опустить его в клей и затем уже искать рабочую ресницу, отделять ее и ставить. Мастера, которые работают уже давно, они пользуются именно вот этим способом. Они сначала сформируют пучок, помещают его или погружают в клей,
на 2-3 миллиметра, а затем очень быстро отделяют рабочую ресницу и ставят. Но при этом должна быть хорошая скорость, потому что ваш клей, который находится на ножке этой ресницы, он быстрой сцепки, то есть он очень быстро затвердевает. Поэтому вот этот вариант, он подходит, если у вас уже более-менее хорошо развита моторика. Если у вас, вы чувствуете, что еще не очень развита моторика, если сложности с отделением рабочей ресницы, то вы можете пользоваться вот этим способом, который сейчас показывает наш мастер. Отделяйте сначала рабочую ресницу и зависайте в этом положении, то есть зафиксируйте вот эту руку левую, а потом уже отделяйте пучок, формируйте, вернее, пучок, погружайте его в клей, и у вас уже будет место, куда быстро его приклеить. В общем, это уже на ваше усмотрение, как вам будет удобнее делать. Так, пока я вам это сейчас объясняла, мы дошли до 10 зоны. То есть в 9 зоне мы поставили 4 ресницы, в 10 6 мы ставим. Но к вашему наращиванию это может сильно не относиться, потому что у всех людей база разная. У нас где 4, у вас может быть 6 или 3, неважно. Поэтому вот эти цифры, которые мы вам указываем, сколько мы поставили ресниц, это для ориентира, но не для полного подражания. Вы внимательно смотрите на свой чертеж, который вы сделали, эффект, и следуйте этим полосочкам. То есть не выходите за их рамки и смотрите, в каком месте вам ставить какую длину. Так, это мы обсудили с вами. Дальше давайте поговорим о том, как ставить пучки. Обратите внимание, что у нас в объемном наращивании мы погружаем пучок не полностью или даже не на 1/2, как в классике, а на высоту ножки. Ножка в пучке примерно, или у пучка примерно 2-3 миллиметра. То есть высота ножки 2-3 миллиметра, и мы погружаем ножку именно на вот эту высоту, не больше. И по этой причине, по причине того, что на пучке у нас немного клея, объемное наращивание должно быть быстрее, чем классическое. То есть в объемном наращивании вы пучки должны ставить чуть быстрее, чем в классике, потому что клей из-за его количества в объеме быстрее затвердевает, чем в классике. Это первая причина его затвердевания, быстрого отвердения или быстрой полимеризации это называется. А еще мы в объеме работаем полупрозрачным клеем, и его полимеризация быстрее, чем у клея пигментированного, которым мы работаем в классике. Вот вам две причины, почему один и тот же клей, как бы написано, что это быстрость сцепки, он может по своим свойствам немножко отличаться. Поэтому это надо учитывать. В объеме мы уже перешли на 11 зону и ставим 7 штук в этой зоне. Повторяю, у вас количество этих ресниц может быть другое. Все зависит от вашей базы. Вот теперь обращаем внимание на саму технику, то есть на то, как мы ставим пучки, как мы отделяем. То есть мы все время пинцетом прямым, отделяя рабочую ресницу, совершенно спокойно можем закладывать направление на уже наращенные ресницы. То есть мы как бы их укладываем штабелями, так скажем, в этом направлении к внешнему углу. Можете этого не бояться, если вы работаете клеем быстрой сцепки. Он уже отвердел, у него уже нету вариантов создать нам склейки. Ну, это в том случае, если вы набираете именно то количество клея на ресницу, сколько надо. Вот мы уже начинаем работать в 12 зоне. В 12 зоне мы ставим 8 штук. Ну, как видите, техника, она абсолютно одинаковая. Что первая, что вторая, что третья, что 10, что какая там
сотая ресница. Это будет все абсолютно одинаковый процесс. Единственная разница – это вы будете думать, как вам поступить лучше. Отделить сначала рабочую ресницу, а затем формировать пучок и клеить. Либо сначала формировать пучок, помещать в клей, а затем отделять рабочую ресницу. Вот это единственное, в чем вы будете постоянно первое время путаться, как вам лучше сделать. А сама технология приклеивания пучка все время абсолютно одинаковая. То есть вы должны понимать, что в объемном наращивании мы не прокрашиваем полностью всю натуральную ресницу. Чуть-чуть на высоту ножки мы прокрашиваем на высоту ножки. То есть те же 2-3 миллиметра, которые у нас есть у ножки. И вам надо прокрасить. Но если вы не прокрасили и тут же поставили, и у вас получился хороший зазор, небольшой 0,2 мм от века, то это тоже хорошо. То есть поставили и поставили. Все замечательно. Пусть стоит. Они и так, они приклеются. Эти ресницы приклеются друг к другу. Если ножка приклеена, значит ресницы приклеились. Единственное, что когда вы будете приклеивать пучок к натуральной реснице, у вас по инерции возникнет такой рефлекс, вы захотите еще промазать, то есть раз, два, три, возможно, будете раз промазывать. Вот в объеме это неправильно. У вас нет столько времени в объеме, сколько, например, в той же классике промазывать ресницу. Здесь это делается гораздо быстрее, и чем быстрее вы приклеите ресницу, тем лучше будут носиться эти ресницы. Вот мы уже перешли на 13-ю зону, начинаем работать ресницами 13 миллиметров. Это самая длинная зона, она самая широкая, и в этой зоне самые длинные ресницы. И чем ближе к центру, тем скорость у вас будет выше. То есть считается, что самые сложные участки – это углы. Но так оно и есть. По одной простой причине. Там тонкие, маленькие, еле заметные ресницы. Ко всему прочему, они еще могут смотреть не туда, куда нам надо. Поэтому углы у лэшмейкеров – это всегда проблема. С ними, как правило, больше возишься, там больше времени уходит на наращивание, нежели это будет у центра. В центре ресницы крупнее, более четко, понятно, видно их хорошо. Они по изгибу нам подходят больше, нам сподручнее ставить ресницы на натуральные ресницы. А вот все-таки углы, особенно внутренний угол. То есть внешний угол еще так-сяк, а вот внутренний угол вообще сложный. Часто такое бывает, что мастера, конечно, во время работы на углах прям потеют. Так, ну сколько мы ресниц в 13 зоне ставим, я даже не считаю, потому что это как бы не имеет такого смысла, потому что вам надо поставить на все свои. Сколько у нас их, неизвестно, сколько у вас их, тоже неизвестно. Ваша задача поставить в этой зоне и вообще во всех остальных зонах на все свои. Обратите внимание, что наш мастер периодически подсушивает клей. Это говорит о том, что она видит, что набрала клея больше, чем нужно на какой-то пучок. Поэтому, чтобы не спровоцировать склейку, она просто подсушивает грушей. Подсушила и дальше продолжает работать. Склейки – это сгустки клея, которые вы, конечно, будете видеть. Поэтому, если вы сразу заметили, что получилась склейка, не бросайте это место, обязательно разъедините ресницы, пока клей еще полностью не заполимеризовался. Так, да, вам будет гораздо проще.
чем потом вы будете расчесывать расчесочкой, искать эти склейки. Расческа будет в ресницах останавливаться, запутываться, но вы можете просто еще очень долго искать эту склейку. Поэтому старайтесь сразу, с самого первого этапа, с самых первых зон видеть, что происходит, склеиваются ли ресницы или нет, и контролировать, конечно, набор клея на пучки. Вот мы ставим в 13 зоне наши пучки, видим уже нашу красивую картину. Я считаю, очень хорошо получается. Нет никаких склеек, очень чисто. Пучки практически все идеально сформированы. Раскрытие хорошее, ножка маленькая, клея немного, то есть мы не видим излишки. Если даже они и есть, излишки – это избыток клея на ножке, вы видите его в виде капли, сформировавшейся капли. Если капли нет, значит излишка нет. Значит, не надо убирать этот излишек на патч. Как на оффлайн-курсах у нас бывает такое. То есть в теории мы говорим, что излишки клея спровоцируют склейки. Естественно, студенты переживают, боятся этих склеек. И они просто из-за того, что просто страшно склейки, они берут, набрали клей и тут же убирают этот же клей на патч. Вот, смотрите, видите, какая капля? Вот мы раз убрали. Именно каплю, не всю ножку вам надо промазать. Понимаете, капелька, чтобы эта капелька ушла, а весь остальной клей остался. Обращайте внимание, что периодически наш мастер подчищает нижнюю часть ресниц, то есть там бывают мелкие-мелкие ресницы, которые попадают в клей. И видно, что они загибаются, поэтому пинцетами периодически нижний ряд или самый-самый вот этот вот подшерсток можете вытаскивать из-под склеившихся ресниц. То есть они, конечно, загибаются, это придает небольшое неудобство нашим мастерам, лэшмейкерам, но ничего, в принципе, в этом нет. Это нормальный процесс, нормальная работа. Вы просто должны за этим следить. Видим, что наш мастер периодически работает двумя способами. Вот у нас сейчас, видите, зависла надолго и пошла формировать пучок, опустила его в клей. При этом она все еще контролирует рабочую ресницу, держит пинцеты, чтобы ее не потерять. Но если вы видите, что в кадре два пинцета одновременно или одновременно, то значит мы сначала сформировали пучок, а потом быстро нашли рабочую ресницу и поставили этот пучок на рабочую ресницу. Второй способ предпочтительнее, но он для мастеров, которых уже хорошая скорость и опыт есть какой-то. Я думаю, со временем вы к этому придете. Поэтому мы вам показываем больше первый способ, потому что у многих нет еще до такой степени скорости, чтобы сначала сформировать пучок, поместить его в клей, а потом искать рабочую ресницу. Пока вы будете искать рабочую ресницу, клей благополучно затвердевает на пучке. Поэтому, чтобы не было таких вопросов, чтобы ваш клиент ушел более-менее довольный, делайте так пока, как мы вам показываем. Все еще мы работаем с 13 зоной. Еще знаете, на что хочется обратить внимание? Вот смотрите, мастер поставила ресницу и тут же начинает искать рабочую. То есть, по сути, видите, раздвигает ресницы, чтобы было быстрее. Вот она, видите, рабочая. Ей тогда гораздо проще. Вот это уже второй способ. Если она отделила рабочую ресницу, тогда она может ее не удерживать, а идти за пучком, формировать его. И уже потом быстро ей удастся отделить рабочую ресницу. В общем, вот эти все мелочи, тонкости, это очень важно. Смотрите внимательно на работу мастера.
И еще на что хочется обратить внимание, что контролируйте, естественно, зазор. У вас он должен быть не менее 0,2 мм, но и не очень большим. Если вы будете в шахматном порядке, так скажем, ставить одна близко, другая высоко от века, то у вас будет кривая краевая линия ресниц, то есть самая верхняя линия, которая будет видна нашему клиенту. Она может быть кривой. Ресницы будут торчать, те, которые выше приклеены, те, которые ниже приклеены, они будут ниже. Вот мы с вами нарастили внешний угол до радужки глаза. Работаем мы в трехфазной технике книжной. Переходим на внутренний угол, который считается одним из самых сложных моментов в наращивании. И работаем с самой короткой длиной в этой зоне, это 8 мм. А теперь подумайте, почему эта зона является самой проблематичной. Конечно же, потому что в этой зоне свои натуральные ресницы очень маленькие, тонкие. И ставим мы в этой зоне самые маленькие ресницы. По этой причине она проблематичная. Вот когда мы работаем ресницами короткими, мы видим, особенно у внутреннего угла глаза, мы сразу видим, что пучки могут приклеиваться к патчу. Это очень часто встречается, поэтому у внутреннего угла глаза побольше внимания обращайте на это. Если вдруг так происходит, это тоже нормально. Обязательно отрывайте, пока клей не затвердел полностью. Там ресницы тонкие и очень часто они буквально лежат на патче, поэтому вероятность приклеивания пучков к патчу очень высокая. Оторвали и забыли. Следующий пучок ставим. Если видите, что он лежит на патче, то, скорее всего, он к нему приклеится. Отрываем и идем дальше. Так как клей у нас быстрой сцепки, при работе таким клеем практически на 80% исключаются склейки, если вы правильно набираете клей на ножку. Если капля есть, мы должны эту каплю убрать на патч, но только каплю. Если вы видите, что ресница приклеилась, хорошо приклеилась, но там блестит клей, вот прям, знаете, как вода переливается. Я лично так это вижу, когда у меня много клея. Это он поблескивает так, лоснится, то тогда вы должны понимать, сразу этому пучку придавать направление нельзя, потому что вы его склеите с соседней ресницей или с соседним пучком. Поэтому можно немножко подождать 2-3 секунды. Если позволяет время, можете просушить грушей, а потом только придать направление. Ну, я когда делаю наращивание, я после того, как придам направление, еще прочешу между этими пучками пинцетами, чтобы убедиться, что они не приклеились друг к другу, эти пучки. Вот так мы и работаем. 8 мм у нас заканчивается и начинается 9 мм. Чем длиннее у нас натуральные ресницы, тем нам легче работать с натуральными ресницами. Сейчас вы видите, что мы работаем во второй технике. Это пучок и рабочая ресница, а не в первой рабочая ресница и пучок. Но это не является основой для вас. Вы должны понимать, что каждый развивается по-своему. У каждого свои навыки, свои возможности. Если вы чувствуете в себе силы вот эти или уверенность,
то тогда вы можете вторым способом работать. То есть это будет сначала пучок, а потом рабочая ресница. Если не чувствуете, то работайте первым способом. Сначала рабочая ресница, а потом пучок. Единственное, в первом способе, знаете, что неудобно. Если ты отделил рабочую ресницу пинцетами и, в общем-то, видишь, что хорошо, все, рука твоя зафиксирована в этом положении, когда начинаешь формировать пучок, левая рука съезжает с этого места. То есть ты надеешься, что у тебя там рабочая ресница уже четко отделена, все, время на это ты уже не потратишь. Но когда ты с пучком в это место приходишь, то ты видишь, что твоя рука находится уже совершенно в другом месте. Это как бы, да, это часто бывает, поэтому ничего в этом тоже такого нет. Поэтому мастера, которые уже это все поняли, они работают вторым способом. Это пучок и рабочая ресница. В этой последовательности. Я думаю, что только по этой причине, что неудобно, когда ты возвращаешься с надеждой, что у тебя рабочая ресница зафиксирована, а на самом деле нет. Вот мы видим, как мы прорабатываем угол глаза, там очень много маленьких ресниц, их все надо наращивать. Причем микроресницы, которые 2 миллиметра, в общем, знаете, как сказать, меньше длины ножки ресницы мы не трогаем. То есть ресницы больше длины ножки мы наращиваем. А те, которые меньше, то мы на них ресницы не ставим, пучки не ставим. Но и таких ресниц достаточно, я должна вам сказать. У нашей модели их немало. То есть они еле заметные, тонкие, и их надо все прорабатывать. На конкурсах, если вы в дальнейшем захотите участвовать в конкурсах лэшмейкеров, есть такие конкурсы, судьи первым делом обращают внимание на углы, как проработаны углы, все ли ресницы там наращенные. Правильно говорить слово наращенные. Еще раз повторяю, кто, может быть, не обратил на это внимание, нет такого слова наращенные или нарощенные, есть такое слово наращенные. Так вот, на конкурсах судьи обращают внимание исключительно на углы, насколько углы проработаны, насколько выработаны все натуральные ресницы. Мы переходим к 10 зоне, мы поставили в 9 зоне ресницы 9 мм и переходим в 10 зону. Так вот, на конкурсах при оценке результата в первую очередь смотрят на углы судьи. Понятно, что требуется при наращивании ресниц стопроцентное заполнение. Так, друзья, мы с вами полностью нарастили внутренние и внешние углы. По сути, мы сделали 2/3 нашего наращивания, расчесали расческой. И обратите внимание, что у нас не выпала ни одна ресница. Это хороший показатель. А далее мы можем посмотреть результат в специальное зеркало мастера-лэшмейкера, чтобы увидеть наличие пробелов. Если таковых нет, то вы дальше продолжаете наращивать. Если есть, то ищите причину этих пробелов, а причина это пропуски. Скорее всего, пропуски натуральных ресниц. Могу сказать вам, что середина это самый простой участок. Там большие ресницы, с ними работать легче. И они, кстати, еще имеют правильное направление, которое сподручно вашей руке. Поэтому ставить здесь гораздо легче. Но к этому моменту, как правило, уже устают глаза. Поэтому не могу сказать, что это прям супер легкий
участок. Особенно если это второй глаз, то уже могут, конечно, глазки-то устать, и ресницы могут сливаться между собой в какую-то одну единую массу. И это частенько такое бывает, когда мастер перенапрягся. Как бы не видите вы четкую картину ресниц, они смазанные. То есть это значит, говорит о том, что вы просто устали. По этой причине многие мастера эту зону оставляют на потом, потому что так легче разглядеть ресницы, так скажем. Так, мы дорабатываем 13-ю зону, доставляем 13 миллиметров. Четко, абсолютно четко ориентируемся на эффект, который мы с вами нарисовали, на эти полосочки. Некоторые точки на веки ставят, чтобы видеть именно вот эффект, который, или как зоны, где начинаются, где заканчиваются. Ну, в общем-то, я думаю, что и так понятно должно быть, где должна закончиться та или иная прямая. Вот вы на нее и ориентируетесь. Дорабатываем после уже 12 миллиметров. 12 миллиметров у нас зона достаточно узкая, она чуть-чуть больше, чем зоны у внешнего угла. Поэтому здесь предположительно должно быть около 15 ресниц максимум. Но еще раз повторю, эта цифра может отличаться. У вас может быть 10, может быть 8. Все зависит от натуральной базы вашего клиента. Вот. И в итоге мы... Видите, что наш мастер делает? Она видит или чувствует, что на одной реснице, на какой-то, было много клея, она поняла это. И поняла также, что это может быть причиной склеивания ресницы с патчем. Поэтому сразу, не откладывая этот момент на потом, мы должны оторвать от патча эту приклеившуюся ресницу. Видимо, в этой зоне ресницы свои натуральные тоже лежат буквально на патче. Такое тоже может быть. Это называются прямые ресницы натуральные. Бывают натуральные ресницы с изгибом. С ними проще всего работать, а вот с прямыми ресницами сложнее. А бывают ресницы, которые просто упираются в патч. Вот с этими ресницами самая сложная работа. Наращивать такие ресницы очень сложно, потому что они то и дело норовят приклеиться к патчу. И переходим к последней зоне 11 миллиметров. На этом этапе у нас уже видна практически картина нашего наращивания. Мы уже можем оценить этот результат. Результат такой. Склеек нет. Ресницы все, практически все в веерной раскладке. Пучки раскрыты практически каждый идеально. Ножка невысокая. Клея на ножках столько, сколько надо. То есть мы видим, что у нас и патч чистый, и склеек нет. И зазор от века у нас выдержан. То есть на веке у нас ресниц нет. Если приклеится ресница к веку, это будет проблема для клиента. Ресницы имеют свойство расти, то есть они продвигаются всегда. То есть двигаются, увеличиваются в своей длине. А если вы приклеите искусственную ресницу к веку, то она не будет давать двигаться этой реснице. И в итоге вы спровоцируете таким образом болевые ощущения клиенту. Ресница будет колоться ему в этом месте. Поэтому, если вы видите, что вы приклеили к веку ресницу, постарайтесь ее от века оторвать. Иначе это будет просто реально неприятно, неудобно, и глаз может очень часто слезиться из-за этого. В любом случае старайтесь делать так, чтобы клиент мало того, что ушел от вас красивый, но еще и физически удовлетворенный, чтобы он не чувствовал, что у него что-то не так на глазах.
В принципе, и так люди ощущают вот эту массу ресниц. Некоторых прям буквально первые несколько дней мучает мигрень. Между прочим, тоже такое может быть. Считается, потом через пару дней проходит это ощущение. Но если не проходит, вообще такое очень-очень редко бывает. Но если не проходит, то это значит клиенту нежелательно наращивание ресниц. Вот мы доставляем уже последние ресницы, последние пучки в 11 зоне. И вы видите, что наш мастер постоянно контролирует, чтобы пучки не были приклеены к патчу. Потому что в любом случае вам придется их отдирать, так скажем, отрывать. Вы когда патч начнете снимать, у вас не должно быть приклеенных к нему ресниц, иначе вы можете вырвать ресницы вместе с патчем. Это очень больно и вообще вам это не нужно. Там будет однозначно пробел, и восстановить это уже будет невозможно, не на что будет наращивать. Заканчиваем нашу работу, и после того, как вы приклеили последний пучок, вот таким образом мы должны с вами проверить наличие ненаращенных натуральных ресниц. То есть вы должны пинцетами прочесывать эти ресницы и видеть, что нет ли у нас там наличие ненаращенных натуральных. Если есть, то обязательно должны нарастить. Идеальное наращивание – это когда 100% заполнения. Вот таким образом проверяется итог наш. И мы после этого должны расчесать специальной расчесочкой ресницы и посмотреть на наши ресницы со стороны клиента. Можно это сделать при помощи специального зеркала мастера лэшмейкера, а также можно уже встать и самому посмотреть на готовый результат со стороны клиента. При помощи зеркала или когда мы встаем, мы должны посмотреть на полное заполнение, на отсутствие пробелов и на равномерное, так скажем, покрытие ресницами. То есть не должно быть ярко выраженных темных пятен и светлых пятен. Вот посмотрите, мы сделали наращивание на 2 глазах. Вот как это выглядит. После этого мы должны снять бандажи. Аккуратно придерживаем кожу клиенту, чтобы не тянуть. Эти бандажи клеются в том случае, если у клиента складка верхнего века, чтобы вам легче было отделять рабочую ресницу прямым пинцетом. Если складок нет, то нет такой необходимости. Ну, по большому счету, часто клеют, могу так сказать. В процентах в 80 клеются эти бандажи. После этого аккуратно снимаем патч. И до того, как снять патч, вы должны обязательно просмотреть, не приклеилась ли к нему хоть какая-нибудь ресница. Глаза у клиента красные, это нормально после наращивания ресниц. Надо дать ему проморгаться, глазам привыкнуть к испарению клея, потому что клей еще будет полимеризоваться в течение 24 часов. И сейчас глаза должны привыкнуть к этому. Где-то минут 5 клиент должен проморгаться. И вот у нас получается такая картина. Великолепно. Наращивание идеальное, равномерное, без пробелов. Это 2D объем. И если вы сделали 100% заполнение, на нормальных ресницах таким образом он и выглядит. Результат отличный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Ева Лорман, Елена Бернес. Уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему.
смотреть нас надо почему. Хочешь о ресницах и бровях, депиляции, ногтях все узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Норман, скажи, да, это верно. Бернес, подтвердим? Да, непременно.